Всем привет, друзья! Макс Степанов с вами. И сегодня я прямо достаточно точен, пунктуален, как и обещал. Ровненько вышел к вам в прямой эфир. Друзья, прямой эфир сегодня посвящаю прямоте сознания. И причем здесь самооборона, да, опять же будем копать. Самооборона, как она связана с внутренним и внешним мирами. Окей. Будет к вам небольшое заявление, такой мой как бы манифест, можно сказать манифест, некое заявление программное. Вкратце это будет о том, что я хочу сделать свои прямые эфиры максимально прямыми. То есть максимально прямые эфиры с Максом Степановым, чтобы это было прямо, честно, искренне. Это будет являться практикой осознанности, одной из, да, то есть быть искренним, честным, прямым. Это одно из направлений, да, которым я занимаюсь. А внешне я оттолкнулся от вопроса, от вашего вопроса, друзья, которые вы мне пишите комментарии. Спасибо вам за это огромное, большое. Пишет Костя Корниенко. Вот недавно, не так давно, 5 дней назад. Не понимаю, зачем вам нужен канал, пишет Костя. Тренируйте других, себя нужно поддерживать. Это столько времени уходит. Семья. А вам еще вести канал, делать контент. Вот такой вопрос. Я задумался. Костя, спасибо тебе большое. Благодаря вашим вопросам я ищу ответы. Ищу ответы для себя в первую очередь. Да? И здесь хороший вопрос. Хороший вопрос, потому что, мне кажется, то есть почему мы делаем то, что мы делаем в данный момент конкретно. Мне кажется, каждый себе такой вопрос задает. Ну или не задает, потому что привык. А нужно задавать этот вопрос. Нужно. Нужно все-таки осознавать, что вы делаете, зачем вы делаете, почему вы это делаете, да? Мне кажется, это полезно для развития, для саморазвития, для познания себя. Я Косте там кратенько ответил в комментарии. Я написал привет, спасибо за хороший вопрос. Прямо вглубь сердца, сродни вопросу «Кто я?». То есть, кто я? Это... То есть человека мы определяем по виду деятельности все-таки. Это его выражение, да, вовне. Он может думать все, что угодно внутри. У него могут быть какие-то мысли, представления. Но в окружающем мире человек воспринимается через свои действия, через свои поступки, через свою профессию, через какие-то, понимаете, да, то, что явно, наглядно видно. То есть думать можно все, что угодно, но об этом никто не узнает, пока вы не найдете форму самовыражения, самореализации во внешний мир. Понимаете, да? И таким образом вы свой внутренний мир демонстрируете внешнему миру, пускаете во внешний мир. И по этому каналу вы пускаете свой внешний мир во внутренний мир. И таким образом происходит прекрасное слияние, баланс и гармония. Понимаете, да? Поэтому этот вопрос, типа, зачем этот канал от Кости Корниенко, он похож на вопрос, типа, кто ты? Кто ты по жизни? Да? Это самый популярный вопрос, наверное, вот у меня среди подписчиков на канале. Я думаю, сейчас они будут немножко меняться, подписчики. Ну, в плане... Одни будут заменяться другими. Ну, окей. И либо это останутся те же подписчики, но они будут меняться вместе со мной. Ребята, как-то так. Так. Что-то не вижу никого. Я в чатике никого не вижу. Почему? Не пойму. Сейчас посмотрим. Может быть, я забыл открыть ссылку. Такое тоже возможно. Поэтому захожу на ноут и смотрю. Мне лайкосики ставите сразу. Никого не вижу я все равно в чате. Даже на ноуте не вижу.
Давайте-ка я напишу, проверю вам привет, друзья, в чате. Вот так. Так, чат работает. Неужели я общаюсь сам с собой? Ну что ж, тоже неплохо. Тоже неплохо. Я все равно буду говорить. Все равно буду размышлять, все равно буду выражать свой внутренний мир, выражать свои какие-то идеи, мысли по поводу всего окружающего и внутреннего. А вы можете присоединиться ко мне сейчас или попозже, потом записи посмотреть, ничего страшного. Так, значит, продолжаю комментарии читать Кости Корниенко, и он же вопрос, то есть зачем я делаю канал? Я ему отвечаю, возможно, даже стрим надо сделать на эту тему. Призвание, свое дело, предназначение, поток, талант. Надо подробно. То есть, и вот сейчас, видимо, пришло время сделать этот стрим, этот прямой эфир на тему предназначения своего дела, призвания и так далее, и так далее. А пока кратко отвечу, мне нравится это. Вот так я вот Косте просто ответил, просто кратенько, потому что, ну, самое главное, и я вот Косте просто ответил, просто кратенько, потому что, ну, самое главное, и то, что можно общим таким ответом, да, ответить, это, ну, мы делаем то, что нам нравится. Это, в общем-то, естественно, да? Потом мне нравится это, и поэтому я это делаю. Но почему мне это нравится? Вот тут уже надо копаться, разбираться. И я вижу в этом полезное для всех и для себя тоже, как инвестиции в последующем. Таков мой вклад. Вот так я ответил на этот вопрос. Так что, Костя, если ты здесь, если ты будешь здесь, если ты услышишь мой ответ, я сейчас буду продолжать, я буду сейчас этот ответ делать более таким обстоятельным, да? Про призвание, про предназначение. Сегодня, когда бегали с сыном, кстати, у него сегодня день рождения, у моего сына день рождения, 14 лет ему стукнуло. И как-то мне это прям очень сильно на философский лад сегодня прям пробило. Знаете, когда годы идут, время идет, ты смотришь со стороны. Но одно дело, когда тебе годиков прибавляют. Недели за 2, за 3 до своего дня рождения начинаешь задумываться, да, вот об этом. Как годы идут, как мы вокруг Солнца летаем, когда мы родились, что прошли, что прожили, сколько нам осталось, да. А тут твой ребенок, причем почему-то мой один из 3 сыновей, да, вот, ему исполнилось 14 лет, и это как бы заставляет задуматься, да, ты видишь, как прям на твоих глазах человек растет, и ты таким же был раньше тоже, и тебе тоже когда-то было 14 лет. Что ты думал в это время? Чем ты жил? То есть, вот, а что тебя дальше ожидает? Какое твое предназначение в жизни, да? Вот эти все смыслы жизни. И вот я сегодня подумал, когда мы бегали с Максом. Так, тут написал мне уже, спасибо. Так, привет. Привет, молодой кореш. Александр Лукьянов здесь. Привет, Максим Викторович. Привет всем. Приветствую, Александр. Так вот, когда мы бегали сегодня пробежку с сыном, ну, приходят разные мысли во время бега, во время этой динамической медитации, да, приходят разные мысли про предназначение. И я подумал, о чем вот я раньше мечтал, ну, о чем я раньше думал, когда был, ну, молодым еще, то есть, ну, в детстве. Ну, вот как мой сын, да, которому исполнилось 14 лет сегодня. И почему я вот сейчас больше стал обращать внимание на какие-то внутренние такие вещи, да, психологию, там, философию и так далее. Я понял, что я на самом деле с самого детства, то есть с самого начала своей жизни, жития-бытия, я был склонен уже к этому. Ну, к такой, знаете ли, созерцательности, интровертности. То есть я какой-то интроверт. Я больше созерцатель, я больше такой. Знаешь, как бывает, когда вас спрашивают, ты что, задумался, да? Ты о чем задумался? Я не знаю, у всех это бывает или не у всех, но мне кажется, такое бывает у всех. Когда вы как будто бы впадаете в такое вот оцепенение, ну не оцепенение, а такое просто прострация. То есть вы не думаете ни о чем, вы просто находитесь как бы в таком
но при этом вы особо ни о чем не думаете. То есть нет никакой размышлялки, там, какой-то там сложной задачи, каких-то тревог. То есть в таком безмятежном состоянии духа. Вот, и я вот частенько в детстве, я помню, вот такие моменты у меня были. То есть я любил вот это вот такое. Вот такие глаза сделал. Меня спрашивали: Макс, ты чё, ты где? Ты о чем задумался? А я ни о чем не задумался. И очень сложно отвечать на этот вопрос, о чем ты задумался. Ну о чем можно задуматься? Как-то все само собой думается и все. Вот, и как-то с детства я вот этим всем увлекался, как-то меня туда тянуло, в медитации, в созерцание, в наблюдение, в мистике, всякие разные эзотерики. И потом потихонечку уже появилось там, ну, карате, самооборона, что-то такое связанное с какой-то агрессией, с каким-то внешним противодействием, как укрепить себя, как защитить себя, свою тонкую духовную, душевную организацию, да, от агрессивного, враждебного мира. Хотя тут мне пишет Иван Васильевич периодически, что никакого зла нету и мир не агрессивен. Это просто игра сознания, игра ума. Я понимаю про это. И даже согласен, даже согласен, конечно, нет никакой агрессии, нет никакого зла. Согласен, даже согласен, конечно, нет никакой агрессии, нет никакого зла. Главное, откуда идет эта установка, откуда она идет. То есть, если она идет от ума, ну, то да, конечно, это игра ума. А если она идет, ну, как бы, вот, вообще, ни о чем. Короче говоря, это тоже дуальность, это тоже полярность другая. Одни считают, что мир злой, враждебный, агрессивный, это выживание, это вот это все, да? А другие считают, что мир полон любви и сострадания. И то, и другое, ребята, неправда. Ну или правда. Не имеет значения. Это просто понятие, это просто какие-то конструкции, просто названия, просто такие вывески, понимаете? Написали. Все, весь мир любовь. Чпоньк, повесили. Приходят такие люди: о, точно, мир, любовь, круто, поставь одну щеку, вторую щеку. Давайте любить друг друга, хиппи, еще косячок забей. Любовь, любовь, конечно. Вот. Или повесили вывеску прямо на дверях вашего дома, если вы живете в неблагополучном районе, где у людей постоянно маршрут тюрьма, дом, дом, тюрьма, тюрьма, дом, да, и во дворе они свою вот эту философию продвигают. И вот у вас вывеска там висит, прямо во дворе, прямо в доме, что мир это что? Мир это злобность, это агрессия, это враждебность, мир это насилие, мир это выживание, и что человек человеку волк. Вот так вот, все лохи, и рви пока рвется. Вот такие два мира в одном и том же мире. Выбирай себе картинку. Можем ли мы на это повлиять? Ага. Так вот, а сейчас, видимо, у меня опять я такой возврат делаю к истокам, да, к самопознанию, короче говоря, да. То есть меньше внешнего мира меня интересует, больше внутреннего меня интересует. В связи с этим, друзья, я хочу вам рассказать, для чего я еще веду этот канал. Кости Корниенко, я продолжаю отвечать. Для меня эти стримы, эти прямые эфиры, это просто один из инструментов моей собственной практики осознанности. Где я, знаете, как дневник, как некий исторический такой, это история. Вы являетесь моими очевидцами, да, вот свидетелями всего этого действия. Где я самовыражаюсь, понимаете? Стараюсь при этом быть максимально прямым, максимально честным, максимально искренним, максимально от Максима. Максим максимально, да? С вами старается прямо и честно говорить. Есть такая практика осознанности среди многих. То есть я сейчас занимаюсь медитацией, я занимаюсь там, физической какой-то там подготовкой, особенно, ну просто бег. Это нормально, да? Дыхательная практика такая. Дыхательные тоже вещи всякие делаю. И плюс еще к этому я должен реализовывать себя, чтобы не было преград, чтобы не было препон между внутренним миром и внешним. То есть не врать самому себе. Да? Таким образом, друзья мои, прямые эфиры для меня это возможность высказывать все о себе, разбираться, исследовать себя. Короче говоря,
Растворение личности. Вот чем я сейчас занимаюсь здесь. Вот для чего мне тут нужен канал. Самопознание и растворение моей личности в само. Раньше они были отделены, раньше было слово само, понятие само, это то, что внутри, и была оборона, то, что внешнее. Потом я их присоединил друг к другу, получилась самооборона, я занимался какое-то время самообороной, или даже больше обороной, развивая внешний стиль у меня был, да, был внутренний, и теперь возвращаюсь опять к внутреннему стилю, я отделяю опять оборону от само, ну так, чуть-чуть. И проникаю в это само, растворяя свою личность. А личность наша что такое? Личность наша это, ребята, наши привычки, наши мысли, наши установки, наши какие-то стереотипы. Понимаете? Некоторые такие реакции, доведенные до автоматизма, привнесенные ли средой. Или предопределенные, я не знаю, генетически каким-то образом, да? Темперамент, характер, как он формируется. И вот моя задача через практику осознанности, прямоты, всматриваясь в себя, исследуя, препарируя, да? Из чего же состоит эта личность? Из чего она соткана и сшита белыми нитками? И вот так вот, шаг за шагом, стрим за стримом, эфир за эфиром, вытаскивать по нитке из этой личности и смотреть, что останется. Что останется в оконцовке. А вы будете моими свидетелями, моими очевидцами, наблюдателями, психотерапевтами. В общем, будьте моими Фрейдами и Юнгами и Дудями, понимаете, совместно. И может быть для кого-то вот это мое самовыражение в виде искренности, в виде прямоты, в виде честности, кому-то тоже может это вам как-то помочь разобраться с самим собой, вот, что у вас там внутри. Потому что наверняка же как-то мы где-то одинаково устроены, понимаете? Возможно, мы все в детстве были созерцательные, мечтательные, думали о чем-то внутреннем, понимаете? А потом потихонечку жизнь немножко стала добавлять нам разные формы различия. И мы стали, когда взрослыми, мы стали различаться на разные должности и так далее, и так далее. Понимаете? Мы стали разделяться. То есть вначале, когда мы еще были в жизни, мы были как можно ближе друг к другу, все люди имею в виду, больше к одному, больше к я, больше к само. То с течением времени, с возрастом, мы стали накапливать в себе различные различия, да, которые нас разъединяют, которые нас отталкивают друг от друга. Вот. И я хотел бы разобраться вот с этим и пойти в сторону, опять же, ну, к чему в детстве меня тянуло, тем я должен, наверное, и закончить свой жизненный путь, да, как-то вот такая будет зацикленность. Знаете, как сюжет в хорошем фильме бывает? Начало фильма с чего-то и концовочка там же. То есть, если ружье висит на стене, в конце пьесы, это ружье должно выстрелить. Не так ли, друзья? Поэтому начнем уже чего-то стрелять из ружья. Так, давайте ваши комментарии прочитаю, если они есть. Я здесь, поздороваюсь сейчас с вами. Поздороваюсь. Итак, молодой кореш, привет, здоровались. Александр Лукьянов, привет, Максим Викторович, здоровались. Так, Александр Лукьянов что-то пытался отправить, но удалял. Зачем-то свои сообщения-то удалял, Александр. Давайте честно, откровенно пишите все, что есть. Даже можно, не знаю, матом. Почему бы нет, если это как бы вот из вас идет такое. Вам нужно сказать это обязательно. Но не для... Смотря с каких помыслов, короче говоря, вы говорите матерные слова. Пишите, окей, все нормально. Так, дальше, похуист. Вот есть такой у нас зритель с хорошим, в принципе, ником. Так, Макс, привет, пишет похуист. Что происходит после смерти? Твое мнение по поводу самоубийства? Прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Итак, друзья, есть вопрос,
И я буду отвечать на этот вопрос, потому что этот вопрос я сам тоже себе задаю, не только похуист. Да? Смотрите, что происходит после смерти. Вот если прямо говорить, как я вам сейчас торжественно обещаю, и клянусь, да, официально, что буду говорить честно. Ребят, не хочу никого обидеть, но буду говорить честно, прямо, искренне, еще раз повторюсь, да. И эта искренность, возможно, будет иногда выглядеть как-то грубо, понимаете? Как-то вот я, может быть, какие-то слова буду использовать, или кому-то буду прямо очень говорить. Это все в рамках моего канала ведения. То есть я не вижу смысла вести этот канал криво. Прямой эфир вести криво. Понимаете, мой прямой эфир должен быть прямым. Вот что я понял. Вот буквально недавно я понял, что ему нужно еще больше выровнять. Я как бы и с самого начала его прямо вел, но я хочу еще прямее. Еще прямее и ровнее. Поэтому, друзья, не обижайтесь, если что, я кого-то там задену. Заранее приношу свои извинения. Итак, да, чувства верующих тоже я как бы заранее приношу извинения. После смерти происходит ничего. Вот так. Вот такой мой ответ на первый вопрос, похуист, если ты слышишь меня. Просто наступает смерть и все. И все, и нет ничего. Чтобы понять, что происходит после смерти, нужно просто вспомнить, что было до твоего рождения. Вот примерно то же самое будет после смерти. Одинаково. Абсолютно то же самое. Это же так просто. Смотрите, ваша жизнь это точка, которая потом превращается в прямую линию, ну, более-менее прямую, так или иначе она в одном направлении двигается. Эта линия двигается к другой точке под названием смерть. Да? То есть начало физического существования тела, ну и там сознания, мозга, ума и так далее. И конец, вторая точка. Вот такой отрезочек. Среднее статистическое значение, друзья, тоже уже известно. То есть, в принципе, мы более-менее знаем, сколько мы проживем, когда умрем. Ну, как-то вот так. Даже не интересно, да? У мужчин, по-моему, это составляет там лет 70, ну, 75. В разных странах по-разному. Если русскоязычных брать, ну, как бы постсоветское пространство, наверное, это лет 65-70 лет. Я не знаю, могу ошибаться, но примерно так мне кажется. Можете проверить, ребята, погуглить там среднее значение, там, средний возраст, да, как это называется? Когда люди умирают, короче говоря, да, среднее значение. Смертность. В Украине, в России, в Белоруссии. Ну, то есть, вот меня интересует почему-то постсоветские пространства, потому что до того, как вы родились, вот до этой точки рождения, да, где вы появились, где вы были? Вот где вы были в это время? Как бы ничего и сказать невозможно, да, на этот вопрос? Вот то же самое будет состояние или несостояние, или как это, вот хуй его знает, короче говоря, я по-нашему говорю, на санскрите. Это просто повторится, понимаете? То есть ваша жизнь это как ну, некая такая, как это, пафосно-романтично, вспышка. Это вспышка. Некое движение, некая форма. Что-то шевелилось, что-то дышало, что-то кряхтело, сопело, пыхтело. Тело, ум, мозг, все вот это вот. А потом кончилось. Все. Это как, знаете, когда вот сердцебиение, да, в кино. Та-та-та-та-та-та-та-та-та, и линия ту, и все, и нету ничего. Чпоньк. И после смерти ничего. То же самое, что после рождения, потому что эта линия тоже там начиналась, понимаете? Вот и все. Механизм запускается, механизм останавливается, и лягушка прыгнула, так сказать, в пруд, прум-прум, круги и тишина. Вот такое мое мнение по поводу смерти, что будет после смерти. Поняли меня, да? Если есть какие-то вопросы, дальше какие-то ну, уточнения, я могу дальше продолжить. Окей, следующий вопрос был от похуиста. Твое мнение по поводу самоубийства? Э, Я за свободу выбора у людей выбирать, как им умирать. Ну, хотя бы в этом. Понимаете? Потому что выбирать, как жить, у людей очень мало выбора, свободы выбора в плане, как жить. То есть все очень жестко детерминировано, предопределено.
Вы рождаетесь в такой-то стране, в такой-то семье, с таким-то уровнем доходов, в таком-то районе, с таким-то климатом, с такой-то географией. Потом вы идете в садик, в школу, такую-то, такую-то, с определенным, понимаете, все это очень четко запрограммировано. У вас есть определенные родители, такие же бабушки, дедушки, некая предыстория, генетика, само собой, некие установки, воспитательный момент. И на каждом этапе из вас вас больше оккультурируют, вас больше социализируют именно для того общества, в котором вы родились. Понимаете? Если вы немец, да, что немцу, как это, русскому хорошо, то немцу смерть. Это правильно пословица. Потому что немец, если он родился в Германии, он немец. Также и русскому будет в Германии аналогично. То есть эта пословица, она имеет и обратное тоже значение. То, что немцу хорошо, русскому смерть. Потому что это другая культура, это другая установка, другая среда. Понимаете? Поэтому, да, возвращаясь к вопросу. По поводу самоубийства, я считаю, что это в праве человека. Э, Так же к эвтаназии я отношусь также. Понимаете, мне кажется, единственная вещь, которая возможна, ну вот в плане морали, справедливости, это когда человек сам выбирает, ну, вот что ему делать, как со своим телом, со своим сознанием, как себя вести. Не должно быть никакого насилия, понимаете? Как мне кажется, вот это единственное, что имеет значение, имеет смысл, понимаете? То есть не вмешиваться. Вот. Если человек так хочет, он берет на себя ответственность и делает так. Ну, хватит уже из людей делать детей, ребенков несмышленных. Мне кажется, взрослый человек сам может решить, ну, как ему жить в рамках жестких, да, вот этих вот ограничений, и как ему умереть. Поэтому я к этому отношусь, к самоубийству совершенно спокойно, нормально, если это не затрагивает жизни других людей. Понимаете? Вот я сейчас вижу уже краем уха, что Александр Лукьянов пишет про террористов, самоубийц, камикадзе разные, там разные ассасины. Понимаете, да? То есть те люди, которые заканчивают жизнь самоубийством, но при этом еще и забирают жизни других людей, которые здесь вообще не при делах. То есть они, люди, которые попали сюда во время там, эпицентра взрыва или там, или еще чего-то, пострадали и погибли недобровольно, понимаете? То есть, если самоубийца делает свой выбор и выбирает, это его личное дело. Пусть это сделает, и как бы религии это осуждают, и на то есть причины, я и эту точку. Причина в том, что, ну, это может быть глупостью в том плане, что ты не успел, короче, рано еще. Это как, вот я говорю, ребята, если вам что-то приходит, какая-то идея, отдаляйтесь от какой-то мысли, от какой-то идеи, от какого-то внутреннего толчка, желания, сразу не спешите, не реагируйте на это, не будьте таким сразу реактивным. Осмыслите, сделайте дистанцию, сделайте какой-то разрыв и посмотрите, может это пройдет. Поэтому вот это вот самоубийство, если это спонтанное самоубийство, то это не очень хорошо. Но я имею в виду такое, в порывах там ярости, страсти, какой-то там ревности, там еще, ну понимаете, есть такое, депрессуха. Мне кажется, это как-то не, ну, неправильно вот в этом смысле. Понимаете, разные нюансы есть. Но если человек пошел на это сознательно, спокойно, осознанно, самый главный момент, да, различия разных самоубийств, это вот в этом. Продумал. Не сразу кинулся, знаете ли, с обрыва там, да, или в петлю полез. Подумал, медитировал, размышлял, был честным, сам с собой и с окружающим миром. Исследовал это. И сделал это осознанно. Это один вопрос. Но мне кажется, тогда, если человек нормально это подходит к вопросу самоубийства, к вопросу смерти, он не доходит до самоубийства. Потому что, мне кажется, мысли о смерти, вообще, момента мори, да, это очень сильная идея для того, чтобы трансформироваться, чтобы измениться. Понимаете, почему неправильно делать самоубийство с точки зрения саморазвития, эту жизнь. Умереть вы всегда успеете. Вот еще какой вывод, понимаете? Зачем торопиться с самоубийством, если как-то это бессмысленно. То есть для меня это бессмысленно самоубийство, потому что
мы все равно умрем. Причем умрем мы внезапно, скорее всего, неожиданно. И зачем торопить это? Вообще не вижу в этом никакого смысла. Но если уж мы дожили до этого момента, и как-то ничего, да, ну, то есть и дальше мы поживем тоже, потому что нам нужно успеть попрощаться с этой жизнью, понимаете? Спокойно, не спеша. В буддизме, где есть теория реинкарнации, такие люди плохо кончили. Эти страсти, с которыми они вот закончили свою жизнь так нелепо, да, самоубийством, они опять их притянут, понимаете? Но это не мое. То есть это я вам просто говорю, как оно есть, это идея, это как идея, понимаете, это как игра ума. Сам я этого не знаю, я этого не вижу. Реинкарнацию, карма, перерождение и так далее. Поэтому не буду вам про это говорить, окей? Так, похуист. Я тебе ответил на твой замечательный вопрос, даже там на два вопроса. Вот, если ты меня услышал, поставь мне плюсик. И я буду рад, что мы с тобой как-то пообщались. Так, дальше переходим. Александр Лукьянов пишет. Да я в эмоциях написал про террористов и любовь. А потом подумал, не забанит ли за меня эфир? Нет, там просто забанили бы твой комментарий, и его бы просто, ну, как бы заблокировали, и все. А эфир бы у нас продолжался. Так что не переживай, пиши. А я могу, в принципе, разблокировать тебя. Хотя вот где-то ты прав, да, YouTube иногда бывает очень странно себя ведет. Вот в плане политкорректности там, да, происходят разные интересные изменения в мире. То есть даже где-то такие перегибы на местах, перекосы на местах. Так что пиши, все как есть. Ребята, еще раз, этот прямой эфир сделай максимально прямым, искренним, честным. И последующие мои эфиры я стараюсь прямые делать еще прямее, прям максимально от Максима прямые. Окей? Это мое сейчас будет как бы основной кредо, иначе никакого смысла я не вижу в этом. Делать кривость. Как я уже объяснил, таким образом я хочу растворить свою личность. Я хочу. Ну, в общем, что-то стремится мне забрать отсюда. Так или иначе. Почему я этим каналом занимаюсь? Потому что так надо. Вот еще продолжаю отвечать на вопросы Кости Корниенко, да. Я занимаюсь этим каналом, потому что это потребность моя такая, самовыражение, понимаете? Тут даже как бы не я решаю, а многие вещи просто происходят в нашей жизни. Блин, это почти как религиозное, да? Хотя я говорю, что я атеист, да, я неверующий, говорю я. Вот, но как-то иногда вы можете меня подловить на словах. Короче говоря, я вот так мистик, да, такой мистик. Понимаете, поэтому я делаю, во-первых, то, что мне нравится, а во-вторых, мне это нравится, потому что есть что-то большее, ну, зов природы, да, зов Бога, вот, и поэтому мне это и нравится, наверное, поэтому я это делаю, потому что я это должен делать, вот так вот, как-то так, я это должен делать, прежде всего, самому себе. Это моя форма выражения, понимаете? Поэтому присоединяйтесь тоже. Давайте раскрываться, обнажаться, разбираться с своими страхами, из которых соткана наша личность. Ведь личность это комок целый страхов, всяких разных предубежденностей, понимаете? Всяких разных шаблонных штук, которые не дают нам раскрыться или закрывают перед нами мир. Мы не видим его, ну, просто вот так вот открыто. Потому что там что? Там стоит страх, который говорит, ты туда не ходи, ты так не смотри. Иначе ты потеряешь меня, или я потеряю тебя, и, короче, все потеряется, и все. Поэтому уж лучше совершить не самоубийство, как оно принято, физическое, да, самоубийство, а такое, как бы, знаете, вот это вот, поубивать всех этих, то, что называется нашей личностью, нашим эго. Вот так. Говор Лавр здесь. Лавр. Всем привет, пишет Говор Лавр. Привет тебе. Надо, как Мафусаил, 969 лет прожить.
Ну, надо бы, конечно. Почему бы нет? Как Бог даст, тут я могу так сказать, друзья. Сколько проживу, столько проживу. Это зависит и от меня тоже. Так, похуист пишет. Макс, спасибо за ответ. Пожалуйста. Как ты думаешь, почему Россия находится на первом месте в мире по числу мужских самоубийств? Ну, если это так, на самом деле, я просто статистику не знаю, то я не удивлен. Вот просто не удивлен и все. Мне кажется, тоже где-то была такая информация, где-то попала информация о том, что с прогрессом, ну, с течением времени, да, как вот человечество развивалось, культура, убийств стало меньше, ну, то есть насилия стало меньше. Понимаете, мы живем просто в прекрасное время, блин, когда нет такого массового какого-то истребления, там, постоянного насилия со всех сторон. То есть мир становится все более гуманнее, добрее, благодушнее, как-то вот понимаете, да? Более мирный, мир становится мирный. Раньше был очень агрессивный, злобный и так далее. Так вот, с прогрессом получилась другая картина, что люди в Европе, ну то есть в странах, где в принципе уровень жизни очень хорош, да, мирно все, законно, права человека, тоже вот самоубийства увеличились у людей, понимаете, от потери смысла жизни. То есть какие-то внутренние экзистенциальные проблемы, о чем мы начали, про самоубийство. Похуист, ты меня пугаешь. Про самоубийство. Я шучу. Это так просто говорится, ты меня пугаешь. Нет, абсолютно меня это не пугает. Ты взрослый человек, поэтому можешь говорить про самоубийство и размышлять на эту тему. Это нормально. Так вот, а почему Россия находится? То есть там я понимаю, в зажиточных странах, да, ну все есть, комфортно, все как бы, пожалуйста, да? Живи не хочу, живи не хочу. И вот они живут, но не хотят. Потому что все есть, а смысла нет. А наполнение какое? А зачем? А для чего? И возникает вот это вот, ну, депрессия, короче, наступает. Это когда идет кризис возраста, да, например, с возрастом приходит, вот, ну, типа, все. Я все сделал, все, что предназначено природой, я все сделал. Что ты от меня еще хочешь, природа? Отъебись уже, типа, сколько можно? За что? Типа, родился, вырос, отучился, сдал, там что-то, не знаю, пошел на работу, зарабатывал, женился, детей родил, квартиру купил, машину купил, дерево посадил, ну и чё? При этом еще родителей похоронил, всех похоронил, дети растут. Ну, как бы с точки зрения биологии, эволюции, ну, транспорт, который доставляет гены, я свою задачу выполнил, так сказать, мой поезд может идти в депо. Вот прямо в депо. Иди-ка ты в депо. Вот и человек вот в возрасте, там, не знаю, там, сколько, 35-40 лет, когда начинается это вот все, типа, нахуя? Надо заново придумать некий смысл бытия. Потому что вроде все готово, все сделано, все чики-пуки. Осталось только должен. Множество крючков, множество ниточек, которые привязаны к тебе, да? Семья, дети, работа. Должен туда, должен вот это планировать. Здесь, дедлайн, что-то здесь горит, что-то мешает, что нужно успеть. Нужно успеть. Зачем? Почему? Вот так. Но это мы говорим про нормальные страны, развитые страны, где уровень благополучия хороший, все четенько, да? Человек теряет смысл. Вот и не находит удовлетворения в своей внутренней жизни. Потеря смысла. Почему в России мужские самоубийства, именно мужские, да? А по той же самой причине, в принципе, по той же самой причине, но еще более отягощенной в средой, жесткой, прям вот нереально мрачной, тупой средой, которая толстым слоем, как, не знаю, знаете, как туман такой густой-густой. Это вот, и там ничего не видно дальше своего носа, дальше своей руки, вот так в тумане вы попадаете, как ежик в тумане.
беспросветность. Ну вот так я ощущаю страну, к сожалению. Понимаете? Отсутствие каких-то перспектив, отсутствие наличие многих страхов, наличие жесткого давления. Единственный способ, ну может быть не единственный, но один из главных способов бегства от бессмысленности или от обнаружения того, что эта жизнь бессмысленна, что вы просто робот-автомат. Это что? Алкоголь. Единственный разрешенный легальный наркотик, который что делает? Проблемка-то остается в голове. То есть вот это вот червячок, который там засел, жизнь бессмысленна, зачем мне жить, зачем мне это нужно. А если вы при этом еще подсели на стакан, то это в конце концов может привести вас к самоубийству. Плюс еще такая культура достаточно депрессивная. Ведь что у нас, какой у нас главный писатель в России? Назовите мне сразу, вот сейчас я догадаюсь. Итак, ребята, друзья, вопрос. Самый популярный русский писатель. Достоевский Федор Михайлович. Вот, который мне очень не нравится. Вот, из этой депрессивной составляющей, да. Вот и все. Так что так. Так, друзья, ну что, вот мое мнение. Спасибо тебе за вопросы, они очень серьезные. Хорошие вопросы. Александр Лукьянов. Да, я в эмоциях написал про террористов любовь. А, да, есть. Всем привет, надо там стоял. Так, это я ответил. Спасибо за вопрос. Говор Лаур пишет. Самураи преуспели в этом искусстве, правда, не все. В плане самоубийства, да, самураи, для них это не являлось грехом, для них это являлось, наоборот, доблестью, честью, прямотой, чистотой сознания. И очень все обосновано, аргументировано, логично, прям все четенько они объясняют. Почему? Потому что они реально слуги своих хозяев, их жизнь, их смысл это служение своему хозяину. Вот и все. А если нет хозяина, теряется смысл жизни. Понимаете? Хозяин, смысл одно и то же. Нет хозяина, нет смысла. Поэтому самое честное, самое искреннее взять нож и вспороть себе брюхо. Вспороть свой живот. По-словацки живот это жизнь. И все. Причем сделать это красиво надо. Попросить своего друга, чтобы он отрубил вам голову в тот момент, когда вы будете падать. А падать вы должны лицом вниз. Потому что если вы пойдете на спину, это позор. Ой, пиздец, какой позор. Поэтому кимоно подвязывается, когда вы садитесь на колени, оно подкладывается под колени. Ну, чтобы было натяжение, и вы не падали назад. Ой, ну, самураи профессиональные, да, самоубийцы в этом смысле. А те, кто не покончили жизнь самоубийством, те становились бродячими самураями. Ронины. И к ним отношение, конечно, было, ну, так себе. Понимаете. Так, Александр Лукьянов пишет, надо наоборот думать, для чего жить, какая у меня миссия, к чему стремиться. Идр. Вот дыр это очень даже важно на самом деле. Потому что там, где дыр, там, возможно, еще вопросики важные. То есть я хотел бы добавить сюда все-таки, надо наоборот думать. Мне кажется, у каждого свои склонности, как, в какую сторону думать. У кого-то есть прямо патологическая тяга к каким-то около смертельным, около суицидальным каким-то таким штукам, да, настроение такое, суицидника. Ну ничего, нормально, ничего, это нормально. Момента мори. А кто-то идет через утверждение жизни, через вот это вот поток, понимаете? Вот это воля к жизни, вот это вот биение. Даже если взять индийскую философию, индийскую религию, помните, там несколько божеств, да, то есть вот реально там разные боги. И есть бог разрушения, бог жизни, есть бог смерти, или богиня, да, богиня Кали, богиня Кали, Шива, разрушитель, там что-то. И вот это все присутствует там, понимаете, как в жизни. Поэтому язычество и вообще индийская вот эта вот наша философия,
арийское, да, наш язык, протоязык наш, санскрит, там очень много еще такого чистого, знаете, ненаносного, хотя там тоже уже хватает всякого разного. Так, окей. Э, Иван Васильевич здесь. Привет, Максим. Привет, Иван Васильевич. Привет. Привет, дорогой. Так, Говор Лаур пишет, многие деятели науки, культуры и искусства сидят на стакане, точнее выпивают. Да. Ну и что? Так они расслабляют мозг. А, Прекрасно это понимаю. Это привычка. Прежде всего, это привычка, это среда. Таким образом, ну, это воспитание, понимаете, это традиция. Это что у меня в детстве такие картины, они просто запечатлены мозгом, понимаете? Зафиксированы в сознании. Импринтинг произошел детский. За столом обязательно, ну, бутылка водки, конечно же. Вот там гости приехали, вы куда-то там приехали, надо с собой бутылку на стол. Все это выпивают, и все люди шумят, там курили даже при этом в свое время. Раньше было как-то вот курение вообще во всех местах. Поэтому алкоголь, табакокурение, все это было принято. А чем деятели искусства и науки отличаются от обычных людей? Ничем. Они такие же. Представление большинства людей об артистах как о неких уникальных людях это миф, это иллюзия. Возможно, они даже хуже, чем обычные люди. Понимаете? И первая причина, почему это так, почему не хуже, и почему их даже на кладбище не хоронили. Вот ранние христиане, когда вот христианство, да, такое было, каноническое, артистов не хоронили на кладбище, потому что они лицедеи. Они не настоящие, они не искренние. Понимаете? Они надевают маски, надевают лица и играют. Выживаются в образ, вживаются в роль. А люди это принимают за чистую монету. Они обманывают людей. И мы смотрим такие на Машкова, да, например. Владимир Машков. Какое у него умное лицо, какие умные глаза и так далее, да? Но по его поступкам все оказывается как-то наоборот. Понимаете? То есть артисты, они очень хорошо умеют создать впечатление, понравиться, быть привлекательным, зацепить ваше внимание, а, быть не такими, какие они есть на самом деле. То есть казаться, а не быть. Вот артисты, они профессионалы в этом. Слезу выжить у вас, что вы, ах, ох, там, восторгались ими, восхищались. Удивительно, удивительно. Но благодаря вот этой иллюзии, возвеличиванию артистов, актеров, каких-то небожителей, они получают, в общем-то, ну, приличнейшие деньги, достаточно большие деньги. За что? За то, что они ничего не создают, кроме образов, кроме иллюзий. Они тоже играют, это игра, как жизнь игра, и они тоже там играют. Но по сути, вот и все. Это простая технология, чистая технология. Все это отрабатывается на актерских курсах, сценическом мастерстве, ораторском мастерстве, и все. Они такие же глубоко несчастные люди на самом деле, потому что они вместо того, чтобы искать себя, они... Не, ну там есть, конечно, я за всех сейчас говорю, это тоже неправильно. Мне кажется, Джим Керри, например, да, достаточно глубоко копает в себя. Есть хорошие актеры, интересные как люди в себя. Есть хорошие актеры, интересные как люди. Ну, в основном, это просто ремесло. Причем ремесло, уводящее от себя, ну, от внутренности. Где-то опирающийся, но в основном, мне кажется, все-таки такое копошение вот в человеческих каких-то фактурах, в типажах уводит от самопознания. Возможно, я ошибаюсь. Так, Говор Лаур, расслабляет мозг. А то, что они на стакане сидят, ну да, они сидят, бухают все, потому что это привычка, традиция. Я сам очень сильно, ну, просто, ну, пьянствовал в свое время, очень сильно. Я же вам обещал, что этот эфир будет все прямее и прямее. Вот я вам прямо говорю, что, в принципе, ну, нереально зависимость была, есть, будет. Не знаю. Как-то так.
Окей, лицедеи, да, Говорлап, пишет, что они лицедеи. Все правильно, так оно и есть. Так они назывались изначально. Актеры, артисты, всякие цирковые артисты, лицедеи. Создатели клоунады, вот это вот зрелище, шоу, хлеба и зрелищ, помните? И они просто помогают, по сути, с точки зрения религии, я понимаю, почему ну, их не хоронили на кладбище. Потому что они уводят от себя, от внутреннего мира, от Бога, от жизни. Понимаете? Отвлекая ваше внимание. Окей, Дмитрий Данилов пишет, ну, чтобы изобразить эти эмоции, самому надо быть немного таким. Да, ну, в принципе, смотрите, да, я согласен. Данилов Дмитрий, спасибо, да, за комментарий. Добавлю только то, что в нас, в каждом из нас есть все, что есть в других, в той или иной степени. Потому что, по сути, ну, мы сделаны из одного и того же теста, понимаете, так или иначе. А задача актера, артиста, да, опереться на те архетипы, которые уже существуют внутри каждой личности, понимаете, они вшиты, прошиты. Конечно, это у всех есть. Но задача актера найти архетип, разбудить его, проникнуться им, войти в этот образ. Да. Там есть изучение себя, есть некое самоисследование, но и есть соблазн застрять на этом, вот только на этом и все. Нужно копать дальше, мыслить дальше, растворять все эти архетипы. Это тоже, это игра, это не я, это не личность. Точнее, это личность как раз и есть, да. Окей. Гоурлаур пишет, я считаю, что самым лучшим писателем был Пушкин. Согласен. Мне Пушкин, кстати, очень симпатичен. Ну, то есть, если вот так вот для себя лично называть, Пушкин, да, Пушкин круто, ну реально силен, силен. Хотя и не совсем русский, правильно? Если так вот, ну так вот, если так по чесноку, прям придирчиво, да? Потом мне почему-то Чехов нравится, вот, ну, нравился мне Чехов, вот его стиль очень нравился. Так, Дмитрий Данилов пишет, хотя вот Епифанцев в жизни не такой суровый, как в своих фильмах, другой он в жизни. Да, кстати, Епифанцев интересный человек. Интересный человек, да. У него что-то есть внутри. Видно, что у него есть тяга, у него есть стремление к самоисследованию. Видно, что у него есть тяга, у него есть стремление к самоисследованию. Я, конечно, не говорю только о том, что он там грибами, там всякими разными психотропными веществами, но если эта тяга есть, то эта тяга к самоисследованию, это есть. Веществами, но если эта тяга есть, то эта тяга к самоисследованию, это есть. Так, Епифанцев. Я говорю, что у актеров тоже есть исключения, как в принципе и во всех профессиях есть какие-то, ну, best of the best, а есть так себе уровень, а есть вообще никакие. И здесь какие-то исключения, какие-то вот искорки человеческой жизни. Так, похуй, у тебя были депрессии? Ну, конечно же, конечно же. Но опять же, смотрите, как тут дело в том, что я не обращался к врачу, чтобы, знаете, справку мне выписал там Степанов Максим Викторович. Диагноз депрессия. Такого нету. Такого у меня диагноза или как анамнеза, такого нет, конечно. Но просто по себе я вот ну, реально чувствовал, что просто пиздец. Ну вот просто, ну реально вот конец и да, и суицидальные всякие штуки в голову лезут. Думаешь, блин, почему бы и нет? Ну типа, а что в этом такого? Все ясно, все понятно и, в общем-то, все попробовано и как-то вот так. Чего уже там тянуть, в конце концов. Поэтому, да, депрессии у меня были. Да, и на второй вопрос я тут же отвечаю, да, уже сразу. А хотел покинуть этот мир? Да, если да, то почему? Но по причине потери смыслов, по причине того, что уже как будто бы кажется, что ты прожил уже все, что возможно, уже прожил. И типа впереди уже как бы ничего такого нету, к чему хочется стремиться. Понимаете? Вот почему мы живем, да, вот как бы, а не сразу в петлю лезем. Потому что есть надежда, знаете, которая умирает последней. И вот пока есть эта надежда, ну, типа, что-то изменится, как-то вот что-то куда-то повернется, может быть, как-то лучше. А вот тут надо еще это доделать, и тут надо это сделать. Эх, я не успеваю. И как бы вот поэтому живем, да? То есть некое такое мысли о будущем такие, да? А здесь как-то особо, ну, когда вот их нет таких мыслей, то думаешь,
надо, блин, это заканчивать. Потому что это приносит какую-то тревогу, беспокойство и так далее. В негативном ключе рассматривается и будущее тоже. Ну, ничего хорошего не выйдет, туда-сюда. Так что да, такое было, конечно. Вот по таким причинам, собственно. Ну и по причине того, что частенько вот эти мысли, они у меня сочетались с регулярным приемом алкоголя. То есть, да, правы те комментаторы, которые так вот прям пишут откровенно. Да это же алкаш, что там, ты ни хрена не умеешь, что ты там, чему ты учишь, это же алкаш. Может быть, где-то неправильно говорят, да. Но я не вижу в этом ничего унизительного, оскорбительного в плане, да он алкоголик, или он наркоман, или у меня папа был алкоголик, дядя тоже любил бухнуть. Поэтому они все, в общем-то, и померли не своей смертью немножко. Есть примеры на моих глазах, да? Такие нерадостные. Плохо есть такие вот у меня пока ответы на твой вопрос. Давайте перед тем, как я продолжу отвечать на ваши вопросы, у нас уже 59 минут прошло. Давайте еще минут 15-20 я отвечу на минут 15-20 я отвечу на все ваши вопросы, и как бы мы на этом закруглимся. А пока, друзья, оставайтесь, я еще здесь, вы еще здесь, и мы вместе образуем некое, так сказать, поле размышления. Я хотел вам немножко зачитать мой набросок, некоторые тезисы. Да, вы же здесь собрались уже в оптимальном количестве. Я сделал такие наброски, тезисы, отвечая на вопрос Кости Корниенко, почему я веду косы. Отвечая на вопрос Кости Корниенко, почему я веду канал, почему занимаюсь этим. Смотрите, я хочу сделать свои прямые эфиры максимально прямыми. Об этом я уже сказал. Это мой челлендж. Я сейчас читаю. Я хочу сделать упражнения, точнее, я хочу сделать стримы свои, прямые эфиры, упражнениями для себя по осознанности, искренности, честности. Именно как практику самопознания и трансформации. Тогда в стримах будет смысл. Вот так я привношу смысл, понимаете? Мы сами создаем смысл своей работы, своей деятельности, и поэтому мы как боги. Здесь мы уподобляемся богам, понимаете? Вы можете придумать любой смысл и делать. С точки зрения вечности не имеет никакого значения, какой смысл у вас. Вообще. Но с точки зрения вас, как некой формы одного единого сознания, которое играет в эту игру, это очень даже важно. Это очень даже важно. Поскольку мы здесь, в этих телах, то давайте сотворять какие-то смыслы. Итак, вот мой смысл, да, в прямых эфирах. Мне надоело привлекать. Про артистов мы уже говорили, да? Мне надоело быть артистом. Привлекать, цепляться, казаться, быть заметным, быть рекламным, быть навязчивым, таким ярким. Эй, посмотрите на меня, чтобы привлечь внимание. И поэтому я хочу, ну, в рамках вот этой вот искренности, да, и прямоты, сделать такой эксперимент, такой челлендж, да? Пусть все будет само собой. Вот многие спрашивают, блин, классные эфиры, классные стримы и вообще видео, все классно. Почему так мало подписчиков? Почему так мало просмотров? Вроде бы все делаю правильно, но как-то вот так получается. Я не знаю почему. Я буду продолжать дальше это делать. Я буду делать это, делать. Не потому что, как бы, нет, но это ездит такая мысль. Появится там больше просмотров подписчиков, хорошо. Не появится. Я все равно это буду делать просто, ну, для себя. Типа такой дневничок. Мои заметки. Мои заметки, мои наблюдения, ну и изменения. Соответственно, если взять и посмотреть, допустим, мой какой-нибудь прямой эфир, не знаю, когда я начинал, там год назад, кстати, уже год, да, то явно я там буду как-то немножко по-другому выглядеть. Хотя, может быть, то же самое, понимаете? Это то же самое, что диалектика, да, нет. Я тот же или я уже другой? По паспорту вроде бы тот же. Другой. По паспорту вроде бы тот же.
Так, поэтому пусть все будет само собой. И даже напротив, я говорю вам, никому не говорите про мой канал, про мои стримы, прямые эфиры. Смотрите сами. Вам нравится, вам по кайфу, смотрите. Не хочется ничего навязывать, не хочется вот просто прекратить это все. Быть ходячей рекламой. Эй, давай, давай, йоу, сюда, сюда, камон. Пусть будет как будет. И посмотрим, как оно выйдет. Поэтому не нравится, не ставьте лайки, если не хотите. Не надо. Делайте, что хотите. Но правила такие, ребята. Правила будут такие. Вот здесь вот надо быть, вот прям важно, да? Правила будут такие, как я хочу. Хочу быть искренним и честным. Поэтому принимайте меня, какой я есть. Какой я есть. Вот и все. А я буду более-менее такой же, и с течением времени я буду меняться. Вот так. Поэтому, окей, принимайте. Не нравится, уходите. Не проблема, вообще не проблема. Захочется вернуться, возвращайтесь. Здесь нет никакой трагичности, никакой драматизма, ну, никакой важности здесь нет. Вам нравится, смотрите. Не нравится, не смотрите. Подпишитесь, отпишитесь, опять подпишитесь. То есть я оставляю за собой право говорить матом или не говорить матом. То есть не надо мне писать комментарии гневные. Материться нельзя. Ты неосознанная личность. Окей, я неосознанная личность. Но кто говорит это? Кто знает, как надо? Кто знает, откуда эта идея? Спорьте сами с собой. В конце концов, можно сделать канал на ютубе и спорить, и ругаться без мата с матершинниками. Ну, такая вот идея. Такой смысл создать в своей деятельности. И я буду проклинать матершинников. Интересный проект. Добавьте меня там, да, в друзья, буду ставить вам лайки. Я за любую движуху, поэтому я на вашей стороне, я вас поддержу. Итак, я намерен меняться и идти от обороны в сторону само. Тут еще вот интересно, кстати, я отвечу Ивану Васильевичу сейчас. Потому что Иван Васильевич пытается, ну как-то объяснить мне, что вот оборона, самооборона, это все насилие, агрессия. Типа не туда, неверной дорогой идем, товарищи. Нужно мир, нужна любовь. Противопоставляет вот эти вот как бы явления, да, такие понятия. А я считаю, что это здесь нет противоречия. Я считаю, что присутствует и то, и другое. Смотря как вы будете смотреть на это. Можно с одной стороны, можно с другой стороны. Понимаете, это как конус. Вот конус, если вы на него сбоку смотрите, это треугольник. Если на него смотрите сверху, ну или снизу, это круг. Как одна и та же фигура может быть еще двумя фигурами. Поэтому, опять же, и причем самооборона я Ивану Васильевичу отвечаю. Очень прям, да, целенаправленно. Это то, чем я, собственно, занимался, сформировался, и через что я размышляю, через что я действую, через что я живу, и через, ну, это, ну, это вот моя форма существования, скажем так, самооборона. Поэтому я ее наполняю какими-то своими смыслами, привношу что-то или убираю. Поэтому мои маленькие любители насилия будут приемы, конечно же, будут удары, будут защита от ударов, захваты, защита от захватов, психология преступника, психология уверенности, всякие разные тактики, приемы самообороны, техники самообороны и других рукопашных боев и наборств и так далее. Все это будет, друзья, все это я с этим не прощаюсь, да, потому что это, ну, отчасти это как бы я и есть, понимаете, Макс самооборона. Возможно, потихонечку, да, там, если вы обратили внимание, на канале был Макс самооборона Степанов. Степанов исчезла,
Остался только Макс и самооборона. Может, потихонечку останется только Макс само. А потом Макс исчезнет. Останется просто само. Посмотрим. Так вот, как самурай, ребята. Такой вот у меня будет самурай. Простым прямым путем саморазвития. Не кривя, не лукавя. А вы можете идти вместе со мной или просто наблюдать. Как я буду меняться, окей? Потому что наблюдать это очень, на самом деле, непросто. Это очень интересная роль. Так, ну вот я вам зачитал мои посылы, мои мысли по поводу контента, по поводу канала, по поводу прямых эфиров. Отвечаю на вопросы Кости, отвечаю на вопросы Ивана Васильевича, почему я занимаюсь этим каналом, почему вот именно в этом ключе, почему самооборона, почему оборона и так далее. Окей? Друзья, возвращаюсь к нашему чату, смотрю и отвечаю на ваши вопросы. Окей? У нас время еще, минут 10 есть. Так, Епифанцев. Разобрали, есть такой Епифанцев. Хорошо сыграл, кстати, в фильме Generation P. Помните, да? Такого психа, да, как раз. Психоделик. Так, про Metal Stream пишет. Добрый день, меня очень заинтересовали ваши видео. Спасибо большое. Я очень рад. Я очень рад. Наткнулся на видеоуроки о том, как отвечать быдлу. Потом видел стрим. Вы говорили о фильме «Золотая перчатка» и дом, который построил Джек. Да, кстати, в одном стриме прямо их объединил, потому что там речь идет про интереснейшую тему. Полностью убивающийся из социума, маньяки реально, да. Поэтому это всегда интересно покопаться в психологии. Да. Про Metal Stream спасибо за интерес. Надеюсь, что там и дальше будет интересно. Поэтому респект. Добрый день. Да, хорошо, что заинтересовало. Я думаю, так потихонечку, ну и будут накапливаться только те люди, которым интересен мой контент, которым интересны мои мысли. То, что я даю, то, что, как я мыслю, да, к чему я веду. И пусть вас не обманывает название самооборона, да? Самооборона для меня это не просто мордобой. Самооборона для меня образ жизни. Так, окей, Дмитрий Данилов пишет, а Бола Янг играл злодеев, а в жизни наоборот хороший. Ну, кстати, не знаю, какой он в жизни, но злодейский злодеем хорошо играл злодей, да. А Ван Дам наоборот, не такой хороший, как в своих фильмах. Не знаю, почему так вы решили. Ван Дам лапочка. Ну, какой есть, такой есть. На самом деле, я бы не стал, не знаю. Я не знаю, короче говоря. Я в жизни не знаю ни Бола Янга, ни Жана Клода Ван Дамма не знаю. Но тех и того, и другого, в принципе, отношусь к ним с симпатией. Наверное, просто потому, что они запали мне в голову, в душу, да, в подростковый период, там, да, когда юношеский. Ну вот и все. Как актеры, как артисты. Как они в жизни, я не знаю. Знаю, что Ван Дам на наркотиках какое-то время там, не знаю, как сейчас. Иногда в Фейсбуке иногда Жана-Клода Ван Дамма я вижу в Фейсбуке, где он делает такие прямые включения. Он неплохо выглядит. Включает музыку, танцует. То есть, ну, не знаю, какой он в жизни человек. Про Metal Stream пишет. Вот, я рад приветствовать у нас нового зрителя, моего, так сказать, вот зрителя. Я большой фанат чернухи, люблю такие фильмы, могли посоветовать что-нибудь? Фу-фу-фу. Да, слушай, надо подумать. Я хочу посмотреть фильм, ребята, называется «Платформа». Про Metal Stream смотрел этот фильм? Мне кажется, там такая чернуха. Ну, то есть я видел по отзывам, по каким-то фрагментам. Это тяжелый фильм. Потом смотри, если ты любишь такие фильмы тяжелые, жесткие, я рекомендую тебе Ларса, нашего фон Триера, конечно. Смотрел Ларса фон Триера? Вот это режиссер, вот это сказочник. Хороший фильм у него, все посмотри, его фильмы все посмотри. Ларса фон Триера. А ну, кстати, Джек, который вот этот дом, который построил Джек, это как раз он же там и есть. Но у него фильмы такие очень серьезные. Что еще тяжелого? Так, платформу сам не смотрел, поэтому не могу рекомендовать, но надо посмотреть. Чернухи. Не, сейчас так не вспомню даже.
Я просто небольшой фанат чернухи. Я больше, скажем так, фанат фильмов, которые нестандартные, оригинальные, какие-то странные, такие артхаус. То есть вот такой. То есть мне очень нравится, допустим, творчество Джима Джармуша. Когда смотришь, и все эпизоды затянуты. То есть там очень медитативное состояние. И ты понимаешь, что вот так. Тоже интересно. Поэтому мне нравятся странные фильмы просто. Странные фильмы, которые заставляют меня задуматься и а, разрушают какие-то общие установки, общие какие-то, знаете, вот эти иллюзорные. Вот такие фильмы нужны, мне кажется, нужны очень хорошие фильмы, которые, блин, не такие, из ряда вон, удивляющие, шокирующие, да? Такая вот. Говор Лавр пишет, так это и понятно, обществам нужна еда и зрелище. Для этого они и созданы, выполняют важную задачу государства, чтобы отвлекать внимание главного. А где главное? Иван Васильевич пишет, что среди русских писателей я уважаю Льва Толстого. В принципе, к Льву Толстому я тоже отношусь с уважением. Интересный был человек. Интересный, противоречивый, неоднозначный, ищущий, очень глыба, а не человек. Он был не просто писатель, пишет Иван Васильевич, он был еще великий мыслитель, согласен. А еще он был один из немногих, кто пропагандировал вегетарианство, так как осознал влияние мяса. Да, то есть у него там было реально очень много прорывов. Для того времени Толстой был, какой-то просто нереальный. Из будущего. Фантастичный просто, действительно, персонаж. Лев Толстой. Как он наезжал на православие. Это же просто там... Ну да, есть, в общем, там чему удивиться, чему, так сказать, за что уважать этого человека, да? За его точку зрения, за его самостоятельность, за независимость мышления. Это круто. Но как человек он был, да? Так себе. Как писатель? Да. Как актер? Жан-Клод Ван Дам. А как человек? Говно. Товарищи. Итак, Говард Лавр пишет, египетский мыслитель, который принес науку древним цивилизациям, говорил, боги это маленькие люди, люди это маленькие боги. Близко, солидарен. Анет Темиргал, Тимиргали пишет, Анет Сори, Анет Темиргали, теперь я правильно сказал. Рассматривал когда-нибудь про ислам? Рассматривал. У меня сестра мусульманка. Поэтому ближе рассмотреть уже я не знаю как. Хорошо, близко рассматривал. Друзья были дагестанцы. Ну там, конечно, так себе ислам. Наверное, даже лучше многих дагестанцев знаю про, про ислам, про религию. То есть мой уровень познания ислама, мне кажется, все-таки выше среднего, все-таки, да? Так, по больнице. Так что да, рассматривал, конечно. Знаком с концепцией, с идеей. Иван Васильевич пишет, очень откровенно сегодня, Максим. Это очень сильно. Не все так могут. Ты молодец, респект. Спасибо за поддержку. Иван Васильевич решил немножко усилить, решил немножко выпрямить и без того прямые мои эфиры, выпрямить еще сильнее, максимально от Максима. Потому что иначе смысла нет. Просто смысла нет и все. Пусть будет так. Говар Лауэр пишет, когда много добра, это тоже зло. Это как типа лучший враг хорошего. Да? Не зря же говорят, благими намерениями услана дорога в ад. Ну да, согласен, согласен. Это перебор. Это знаете, когда это одержимость идеей. Это одержимость идеей. Причем эта идея, она же из ума, она же такая. Это конструкция. Конструкция ума. Это добро. Ух, какое добро. Оно добрее всех других добр. И я пойду и убедю всех, и докажу. А если кто-то будет неправильно, то я ему, блин, это добро на голову надену. Вот так вот, да? Поэтому, это уже не связано с добром. Хотя во имя добра можно пойти на какие-то, блин, эти
отклонение, да? Ну и все, и концепция теряется, концепция потеряна. Поэтому, блин, это все иллюзия, в общем-то, то же самое. Так, отвлекся, да, дорога в ад. Продолжаем нашу дорогу в ад. Друзья, с вами я, пока еще Максим Викторович здесь. Иван Васильевич, да, Максим, я понимаю о чем ты, я принимаю твой выбор и уважаю, и не пытаюсь тебя переубедить. Будь собой, это самое главное. Если бы Оша хотел бы стать как Будда, то мы бы не узнали никогда об Оше. Ну вот и хорошо, Иван Васильевич. Перестань бороться со мной. Или вообще с собой тоже. Говорова пишет Макс Философ. Можно так назвать. Можно назвать Макс Философ, можно назвать мыслитель, можно назвать просто ищущий, там, как-то так. Потому что, вот, сегодня что я упустил, ребят, спасибо, напомнил, да, про философа. У меня же стрим называется, там в заголовке есть, всяко. Просто немножко переначал эту пословицу, каждому фрукту свое время, я сделал перец, да, потому что перец это что? Это символ сексуальности. И вот в каждое время, в каждом возрасте есть свои программы, понимаете? То есть каждому свое, в каждом возрасте некоторые установки. То есть они даже не от человека идут, а могут идти от человека, конечно. И моя задача прислушаться к, к этому зову внутреннему, понимаете, идти ему, к нему навстречу. Вот и все. Для этого нужна медитация. Для этого нужна честность с самим собой, искренность, практика осознанности через медитации, через прямой разговор, через вот это вот выговаривание, через честность. Понимаете, да? И всему свое время. А каждому перцу почему? Потому что, например, с возрастом отпадать должны, по идее. Ну и так и есть, как листья. Я недавно смотрел фильм с Энтони Хопкинсом. Последний фильм на Оскара даже был выдвинут этот фильм. Получил он Оскара. Называется «Отец». И вот там в конце фильма Энтони Хопкинс, ну, герой Энтони Хопкинса говорит, я, говорит, чувствую себя, что с меня спадают листья. Ну, медсестре в доме престарелых. Очень хороший фильм, кстати, посмотрите. Фильм «Отец» 2020 года, по-моему. Как будто с меня спадают листья. Ну, ветром. Я как дерево, голые ветки. Вот так. То же самое и здесь, понимаете, ветки оголяются, листья вот эти вот слетают, и то, что было раньше нужным, оно стало просто, ну, отжило свое, оно перестало быть нужным, и оно не нужно совсем, вообще не нужно. И вы это просто понимаете не умом даже, а всем своим естеством, что это лишнее, что уже не нужно это, что нужно копать внутрь туда, внутрь корням, короче, возвращаться. Откуда мы пришли? Пришли из того, чего мы не можем назвать словами, да, из, ну, пускай назовем, небытие, там, вечность, тишина и так далее, из вечности, и уходим в вечность. И вот к этому желательно подготовиться потихонечку. Ну, а перчик почему? Потому что перчик это вот это сексуальное желание, вот этот инстинкт размножения, заложенный в природе программа, который культурный, который самец, это значит молодец, он должен много женщин у него должно быть, и вообще он должен, да, вот это вот. Мои искренние, честные, так сказать, размышления про секс. Раньше я был очень сильно озабочен на эту тему. Ну, наверное, я уже говорил про это, да? А вот сейчас, знаете, как я на это смотрю? То есть я-то, в принципе, так ценю тоже красоту женскую, я вижу, ну, да. Но почему-то я сразу сейчас это вижу в комплексе. Понимаете, что это инстинкт просто. Инстинкт, ну, это не секс, это не вожделение, это не похоть даже. Это, я сразу вижу это в комплексе, как некий инстинкт размножения, и все. Ну, как некую программу. Вот целиком и полностью вижу. Да, красивая фигура. Интересное, приятное лицо. Ага. Но при этом я сразу вижу и начало, и конец всего вот этого. И к чему это все ведет, и для чего это все вообще нужно. Почему это, ну, для чего я это вижу, и почему меня это притягивает. Это как бы сразу видно. Для размножения, чтобы, блин, спариться и чтобы дети.
появились. И когда вы видите целиком, то как-то, в общем-то, и не хочется уже. Потому что с этим многое связано. То есть, если мы раньше фрагментарно видим, то есть мы не видим многих вещей, когда молодые, когда тестостероновые, да, когда вот, самцы, нужно вот этих вот женщин всех, да. А это просто очень сильная, ну, природа вас туда толкает, и все. Биологическая составляющая. А теперь вы видите, что, да, красивая, но при этом вы понимаете, что с этим всем еще в нагрузку вам достанется ее внутренний мир. Внутренний мир этой красивой самочки. Понимаете? И он вам может не понравиться, очень сильно не понравится. Возможно, даже, скорее всего, так. Потому что внутренний мир это, блин, непростая штука. Мир другого человека. И вам нужно будет это как-то переносить. И все эти проблемки, и все эти тяготы, и вот это все. И беременность, и ссоры, и скандалы, и интриги, и ревность, и продолжение, и родители, и знакомые, и друзья, и подруги, и вся эта история, этот шлейф. Вот помимо вот этой причинно-следственная такая вот история, шлейф, там целая карма, понимаете? И ради просто вот, ну, соития, слияния с телом, тело с телом, вы готовы, так сказать, с этой кармой, ну, слиться? Готовы ли вы взять это на себя? Готовы ли вы, ну, как бы вот войти в это и принять это все? Вот так, понимаете? То есть все как-то стало гораздо глубже, многограннее, и я вижу не просто женщину красивую, я вижу человека. Я вижу человека. То есть моя самооборона, она тоже не для мужчин, для женщин, а для человека, для живого существа, со своими проблемками, плюсами, минусами, радостями и тревогами. Как-то так. Это все, что я хотел сказать вам, ребята, про секс в моем престарелом возрасте. Так. Про Металл Стрим. Мне интересны преступники, расчленка и так далее. Мне тоже они были интересны, преступники. Расчленка не очень, а преступники интересны были, да. Я сам какое-то отношение имел к этому в свое время. Был период в жизни. Поэтому я хорошо знаю психологию преступника изнутри. Да. Я преступник. Я уже сегодня в этом стриме признался, что я алкоголик. Теперь я признался, что я преступник. У меня богатый внутренний мир. Ладно, другие. Про Металл Стрим пишет, все самое мерзкое. Ух ты, блин, про Металл Стрим. Неужели я привлекаю тебя, ну, как бы, я не об этом, я не о расчлененке, я, в общем-то, не о преступниках. Ну, как бы, я касаюсь их, да, но вот это самое мерзкое, не знаю, мерзкое, но мерзкое. Так, хорошо. Хорошо в плане не то, что расчленка хорошо, а хорошо, что ты есть, что у тебя есть какие-то интересы. Ну что ж. Про Металл Стрим продолжает. Я хочу познавать таких людей, они интересны. А вот это, пожалуйста, это возможно. Каждый из нас, в принципе, имеет эти качества. Преступника, маньяка. Все это в нас есть. Вот в каждом из нас есть. Да, я тут прям действительно такой, не святой. Вот про себя могу сказать, не святой человек, я вообще не хороший. Ну, то есть во мне много разного всего. Что дает мне сделать вывод, что и заявить прямо и честно, что я вообще как бы никто. Вот так вот, по сути, если. Во мне нет ничего такого супер-пупер уникального. Так, окей. Нурислам Абдулаев здесь, приветствую. Отвлекать от главного, от рабства. Ну, в общем-то, да. Там, я понял, это мы продолжаем разговор о том, как хлебом и зрелищами отвлекать людей от просто, чтобы эксплуатировать их и все. Да, такая, если ну, просто так смотреть, да, такая концепция имеет место. Иван Васильевич, я, возможно, со стороны показался навязчивым, но мы ведь всегда хотим делиться чем-то с другими людьми, абсолютно точно. И делимся, что знаем, и имеем. Да, да. Нет, а я нормальный, я понял, Иван Васильевич. Без обид, без проблем, все хорошо. Есть такое. Я и сам по себе замечал это. Не знаю, может быть,
И сейчас такое, да, наверняка тоже есть. И бываю очень э, давящим тоже, да, когда вот мне вот кажется, что я, ух, как я прав. Ну, по крайней мере, раньше был очень таким давящим. Это мои грехи тоже, да. То есть я людей убеждал. Ну, есть такой дар, скажем, блин, талант, способность убеждать других людей. И это, я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, в общем, я пользовался этим, да. С женщинами также я себя вел как-то очень нехорошо по-свински. Принуждал их к каким-то нехорошим делам. Ну да ладно, про секс я уже сегодня закончил. Так, поэтому все нормально, Иван Васильевич. Делимся просто. Вот я делюсь чем-то своим. А ты слышал про внутреннюю инженерию Садгуру? Да, слышал, такое слово у него есть, инженерия. Ну, он решил так немножко наукообразно подать то, что он подает. И слово нормально придумал, такой ребрендинг, да? А то вот йога, медитация, что за фигня? Вот инженерия, да, круто. А биоинженерия, вау. А это mind инженерия, вообще хорошо. Так, Горлова, Макс, познавший само. Я в процессе, я в процессе. Я на пути, в процессе, все, мы стремимся друг к другу с распротертыми объятиями. Я к само, а само ко мне. Просто мы забываем о том, что все само собой происходит. Мы такие тут намешиваем свою личность. Это я придумал, это я стремлюсь, это и так далее. А так это все само собой происходит. Я пока это еще, ну вот как бы вот так понимаю. Северянин пишет здесь. О, чат, приветствую всех. Макс, мое почтение. Респект, Северянин. Так, походу, я понял из своих ответов, что ты считаешь, что нет ни ада, ни рая. Это как конструкции умозрительные, они есть, а так вообще, ну, нету, конечно. О, дело в том, что в нашей культуре очень много всего, много разных смыслов, понятий и так далее. Поэтому смотри, ад и рай, он есть в культуре, он есть в религии, он как бы есть. Да, в этом смысле. Ну, то есть мы оперируем этими понятиями. Типа ад, это что там в культуре у нас рассказано? Это плохое место, где грешники горят в аду. На сковородках там черти там их переворачивают и так далее. Гриль готовят, да, из них. Рай, что такое рай? Это где хорошо, где кайфуют эти самые как-то святые люди, безгрешные. Поэтому это есть. Этим оперируют. Для кого-то это работает, кому-то этого хватает. Мне этого не хватает. Меня это не торкает. Это комикс, понимаете? Это детский сад. И я не могу это всерьез воспринимать. Поэтому я могу это понять, как в жизни, например, ад – это когда ты находишься в неосознанном состоянии. Тобой управляет гнев, тобой управляет похоть, тобой управляют ну, твои эмоции, чувства, какие-то тревоги, страхи. Это ад. Ты в аду, братан. Если ты не в покое, не в мире с самим собой. И рай, он тоже здесь. Когда ты начинаешь осознавать, что это все не мое, это не ко мне, что я больше всего этого, что я просто пространство, в котором это все происходит, но я к этому отношения не имею. Ну, если можно сказать, я там, если можно сказать, имею, не имею, понимаете, о чем я говорю? То есть я мир, покой, я пространство, да, это рай, это рай. Открываются врата в рай тогда, понимаете? Они открываются и закрываются молниеносно, в каждую секунду. Вы можете из рая в ад туда-сюда вот так вот. э, Беспрерывный рейс. Челнок, понимаете? То есть вы пока еще не поселились где-то там, в одном или том месте, в раю или в аду. Вы еще не определились. Так всю жизнь. Поэтому надо определиться, друзья, и как-то уже конкретно эмигрировать в какую-то конкретную страну. Веселый стрим сегодня у нас. По крайней мере, мне так кажется. Так, Иван Васильевич пишет: Максим, мы пришли из Земли и уйдем в Землю в конце концов, в конце жизни. По факту мы частичка Земли. Мы взяли взаймы тело у Земли. И не важно, сколько мы накопили за всю жизнь себя, Земля поглотит все до последнего атома. Ну, в целом, в общем, я принимаю такую умоконструкцию. Мне она симпатична. Но это не значит, что то, что так оно и есть на самом деле. Понимаешь, да? А так, да, согласен, солидарен.
Даже больше скажу, мы все единое целое. И земля, и дерево, блин, и муравейчик, и птичка, и все-все-все. Потому что мы состоим из одного и того же на мельчайшем уровне, если так вот прям вот на мельчайшем-мельчайшем. Субстанция одна и та же. Вещество одно и то же. Мы состоим из одного и того же все. Атомы, там, молекулы и так далее. Поэтому, ну, как бы вот так. Мы все одно, все единое. Поэтому Земля нас поглотит или кто-то еще. Все нас поглотит. Я же и говорю, мы вернемся туда, откуда пришли. И в этом смысле мы бессмертные. Вот. Но в плане какой-то формы, это как пузырь. Мы смертные. То есть мы и смертные, и бессмертные. Диалектика. Смотри, как смотреть. Так, что-то... Так, час 35, друзья. Ну, как вам нравится стрим-то вообще? Плюсики поставьте. Если все хорошо, нравится, слушайте меня, то ставьте плюсы. И, возможно, я еще добавлю 5 минут. 5, может быть, 10. Окей. Так, Вадим Конев. Я вижу здесь новые имена, я вижу здесь новые фамилии. Друзья, я очень рад вас всех приветствовать, кто, не знаю, может, давно вы наблюдаете за мной, но не осмеливались писать комментарии, а сейчас осмелились, и это круто. То есть, ну, классно, мне нравится. Итак, Вадим Конев здесь, привет. Ад – это невозможность существования. Еще раз прочитаю цитату сейчас от Вадима Конева, которую он взял из фильма «Взвод», я так понял. Ад – это невозможность существования разума. Ну, в общем, да, мне нравится эта концепция, потому что здесь нету чертей, бесов, богов, дьяволов и вот этих всех прочих мифических персонажей. Поэтому и очень кратко, лаконично, да. Поэтому знание, сила, учение свет, не учение тьма. Вот вам, пожалуйста, еще тоже, да, до кучи. Учение свет, а свет это рай. Значит, что? Рай равно учение, знание. А не учение тьма. Тьма это что? Тьма это ад. Поэтому не учение, не знание, невежество. Это и есть тот самый ад. Вот так, друзья. Вот таким вот образом мы совместно ответили на вопрос: рай, что такое ад, и где они находятся, в каком месте, снизу, сверху. Это тоже условность, вы же понимаете, что рай он не наверху, и ад он не внизу. Так, ну что, не хочу навязывать, пишет Иван Васильевич, но, согласись, мы ведь никогда не узнаем, как пахнет роза, пока сами на своем опыте это не узнаем. Ну да, логично. Так, Ви просто лишь инструмент. Подумай, что такое Ви? Напомни, пожалуйста. Ви это что? Я просто сбился с мысли уже. Эти аббревиатуры, они... Так, Ви, не знаю. Поэтому, Иван Васильевич, просто лишь инструмент. Все лишь инструмент. Подумай, может быть желание попробовать. Пиши Ви. Иван Васильевич пишет, вот, плюсиков, много-много плюсиков. Спасибо. Горлова плюсик поставил. Спасибо за понимание, за то, что на волне. Вадим Конев плюсик, Дмитрий Данилов плюсик, Нурислам Абдулаев плюсик поставили. Друзья, спасибо вам огромное за ваши плюсики. Я просто вижу, что как бы я, ну, интерактив. Вы меня слышите, вы меня видите, и таким образом такая обратная связь получается. Прекрасно. Говор Лауэр пишет так, в рай, а рай это сад, где раздают бесплатные яблоки. Яблоки нельзя. Там читайте Библию, читайте, как сказать, первоисточники. Яблоки, они приведут к познанию, древо познания, и все. Все опять нарушится, все испортится. Все эти притчи, все эти сюжеты библейские, мифологические, надо воспринимать все-таки образно, понимаете, символически, но как-то не буквально, не напрямую. Только так, потому что, ну, мы же не дети все-таки, да? Так, Иван Васильевич, внутренняя инженерия. Внутренняя инженерия. Хорошо, я посмотрю. Очень много концепций, очень много всяких разных интересных людей. Например, я обнаружил, что есть очень много русскоязычных, ну, реально мудрецов, причем возраста там достаточно молодого, просветленных людей, пробужденных, просветленных, ведущих сатсанги, ретриты, всякие лекции, видео, ну, интересные, то есть вот
Поэтому тоже поглядываю, смотрю. Вим Хоф, знаете такого товарища, да? То есть, допустим, у Садхгуру это внутренняя инженерия, а у Вим Хофа это у него дыхание, холодная вода и что-то еще. По-моему, медитация тоже у него в его системе есть. Не помню точно. Так, Иван Васильевич, я тебе плохого не посоветую. Советую лишь то, что сам на себя испробовал. Иван Васильевич, тогда кинь мне, пожалуйста, ссылку непосредственно, конкретно на тот ролик или, не знаю, что там, текст какой-то, где про эту внутреннюю инженерию Садхгуру. Окей? Ну, так будет более прагматично, потому что большая вероятность того, что я это посмотрю и изучу, если, ну, это как-то вдруг, хоп, зайдет. Вот так. Так, ну что, все я вам сегодня рассказал, наверное. Все, что мог, поделился на сегодняшний день. Каждый раз какие-то, ну, я отталкиваюсь от ваших вопросов и особо не готовлюсь, потому что если буду готовиться, это немножко не то, это все такое неживое. Так, тезисно, есть вопросы, есть какие-то, ну, наметки ответов на вопросы. И так в процессе общения вот мы с вами пообщаемся. Так, Северянин плюсик поставил мне, Иван Васильевич пишет, окей, все, договорились. Друзья, ну что ж, на этой прекрасной вот секунде, мгновении, да, в этом замечательном мгновении, как и все остальные мгновения, позвольте вам сказать до свидания. Вот, всем желаю добра, мира, света внутри, побольше света внутри, открытости сознания. Ну и все, собственно. Все, всем пока-пока. Давайте, до встречи. Следующая встреча у нас будет в субботу. Всем пока-пока. Давайте я дождусь, пока все скажут мне пока-пока. Давайте. Чао, или пока, или намаскар, как-то можно, да. Благодарю, до свидания, пишет Нурислам. Спасибо. Похуист пишет, спасибо, Макс. Спасибо. Так, Говор пишет, аригато годзаймаишта. Тебе тоже, Вадим Конев. Угу. Такие мне нравятся жесты, потому что это, ну, такой вот он добрый такой жест благодарности. Иван Васильевич пишет, успехов, Максим, пока-пока. Дмитрий Данилов, я жду, пока все скажут мне пока-пока. Так что давайте. Похуист пишет еще ос. Все, тоже нормально. Все. Ваше здоровье, друзья. До новых встреч.